Доброго времени суток, дорогие друзья! Я хочу представить вам замечательную девушку, которая не только поет, она еще и занимается теннисом. Что поразительно, что поет она, во-первых, на английском, на русском и на испанском. Любит путешествовать. В общем, человек с чувством юмора, человек душа компании. Я много-много уже говорю. Это Ольга Игнатьева. Добрый день, Ольга. Добрый. Вот у меня в программе «Я вижу ослепительный мир» бывают такие девушки, как это говорил еще Некрасов, есть девушки в русских селениях. Она и споет тебе, и в теннис сыграет. Она уже кандидат в мастера спорта по теннису. За 4 года в КСРК ходит она, значит, КСРК ВОЗ. Ходит, играет в теннис. Вот я вам честно скажу, друзья, я не знаю, как это можно играть вот незрячему человеку в теннис. Хочу сходить, обязательно посмотреть. То есть это, значит, у меня к тебе такой первый вопрос. Вот нас смотрят люди, которые, может быть, об этом представления вообще не имеют. Что такое теннис? Расскажи еще раз, пожалуйста, вот для незрячих людей. Это настольный теннис, то есть стол, у него есть борта, в центре центрборд, через который должен мячик катиться, и с каждой стороны, где стоит игрок, там стоит луза, находится луза, рядом с ней защитная зона, которую надо закрывать, да, и если мячик туда попадет, это уже гол. Мы играем в масках на пол лица. Это защитные маски, и также они уравнивают слабовидящих и слепых. В одной перчатке, потому что играет только одна рука. То есть если там правша, то на правую руку, да, левша на левую. Ракетка, которая похожа на лопатку для переворачивания блинов, так гораздо толще. И мячик, который звенит. То есть внутри у него бусинки, и он катится и звенит. То есть, получается, ты его не бьешь, не кидаешь, ты его просто катишь, да, так вот, придаешь ускорение. Почему? Я по нему и бью. Да. Да, он А как катится. одной рукой может так вот? На лопатку как бы берешь и кидаешь, да, получается? Или Но это как? не вверх, это по По горизонтали он. горизонтали, понял. По горизонтали. Но Мгм. получается так, что он и перескакивает через центрборд, и в Мгм. стену влетает. А как ты узнаешь, что он в лузу попал, вот, противнику? Услышу, во-первых. А, Во-вторых, судья тоже свистнет 2 раза и скажет гол. класс. В общем, я хочу сказать только одно, что Ольга в ближайшее время уже поедет на первенство России. Пожелаем ей удачи в этом. Вот. Еще я хочу сказать о том, что вот, ну, у меня разные бывают люди, вы сами знаете, уже кто эти передачи слушает. Есть люди, которые там закончили аспирантуру Гнесиных, и композиторы. Ты, кстати, сегодня вот говорила про а, Про Диану. Диану, да, Дарья. Вот, она очень талантливая девушка. Вот. Но я хочу сказать о том, что, понимаете, ну не надо всем быть, там, я не знаю, заканчивать Гнесиных, может быть, не нужно всем там а, чем-то поражать каким-то необыкновенным вокалом, потому что бывает иногда, знаешь, возьмет человек гитару, несколько аккордов, что-то споет, и уже, как говорится, душа Поет. поет, да, да, да. И то же самое, вот твое пение я слушал на Ютубе. Как твой канал на Ютубе называется? Также по имени и фамилии, только Да, на английском. только на английском языке. Значит, ищите, пожалуйста, Ольга Игнатьева на Ютубе. Также ты есть в ВКонтакте, да? Да. Поэтому подписывайтесь, слушайте, следите за спортивными достижениями. Я думаю, что обязательно они будут, и будут обязательно новые какие-то музыкальные произведения. Еще интересно, друзья мои, сегодня я узнал,
что эта девушка знакома, ну, с любимой группой моего детства, со Scorpions. Есть такое. Клаус Майне, потрясающий человек. Когда она написала ему письмо, он откликнулся и пригласил ее на концерт. Вы представляете, как бывает? И вот уже 14 лет они дружат. Почти. Ну, почти. Будешь общаться, передавай привет. Скажи, есть еще один там странный человек, тоже незрячий, передает вам привет. Вот. Поэтому я о чем хочу сказать, что у некоторых людей возникает иногда такое, знаете, впечатление, что незрячие люди это люди немножечко такие вот какие-то замкнутые. Да хочу вам сказать, что правда бывает очень много замкнутых людей. Ольга, ты, наверное, тоже, да, встречала таких? Встречала. Но ты к таким не относишься. Нет. Ты вот душа компании, мне кажется. И сегодня в КСРК будет такой праздник, осенний бал, и она тоже тут будет петь песни на испанском языке. Вот хочу сейчас, чтобы ты еще раз рассказала историю о том, как ты пришла к испанскому языку, о том, как ты была в Барселоне. Ну, вообще меня всегда тяготило туда. Но только в 15 году я начала учить язык, выучила, потом загорелась, поехала в Барселону в 18 году. Вот, пожалуйста, кто из зрячих просто так может загореться, выучить язык? Да далеко не каждый. Я вам серьезно Да. говорю. Тем более, что сейчас времени-то свободного нет в выходные дни. В выходные дни что нам хочется? Так вот, если между нами, да? Полежать. На диване, пивка для рыбка, как говорится. А там уже как дальше пойдет, неизвестно. Дни выходные пролетают быстро, надо выспаться побольше, да? Мгм. Проснулся опять на работу, опять они эти, как я говорю, условно здоровые люди, они плывут по течению, Ольга, согласись. Ну да. А у нас есть возможность как-то себя проявлять в этой жизни, и у тебя получается это неплохо. Я хочу еще, знаешь, вот спросить тебя о чем. Ты такие потрясающие еще вещи называешь. Вот что тебе нравится, какие стили испанской музыки? Ведь это испанская музыка, это как и русская музыка, это же целые пласты культур, да? Да. Вот. Назови, пожалуйста, этот жанр, который тебе нравится. Ну, больше всего, конечно, фламенко. Фламенко, друзья мои, это то, что нас в детстве, вот у нас разные возрастные категории. Пако де Люсия, потрясающий гитарист, который, вот мы говорили сегодня, он не знает даже нот, но он поражает весь мир своей игрой на гитаре. А как там танцует у него, да, группа поддержки. Джипси Кинг она назвала, «Цыганские короли». Мгм. Потрясающий коллектив, который даже перепел «Отель Калифорния». Да. Вот. И многие люди не знают нот. Многие люди Не умеют играть. умеют петь, я тебе больше скажу, не умеют петь многие люди. Даже сегодня на нашей эстраде примеров тому много. И это не обязательно уметь делать. Главное, чтобы нам это нравилось. Правильно, Ольга? Ну да. Вот тебе нравится играть в теннис? Очень. Очень. Теперь ты глянь, за 4 года кандидат в мастера спорта. Тебе нравилась группа Scorpions? Нравилась? Да. Ты почти 14 лет знакома с группой Scorpions. Разве это не чудеса? Чудеса. В Ей решете. нравится Испания. Она была в Барселоне, в Валенсии и бог знает где еще. И сейчас ее снова приглашают, она опять поедет куда-то. Я желаю тебе приятных путешествий, новых открытий, новых побед. И самое главное, никогда не меняйся. Спасибо. Вот, продолжай в том же духе. И я тебя потом, когда приглашу на новую программу, ты знаешь, что должна мне будешь сказать? Что? Я там, знаешь, в Испании записала пару вещей, а в Германии записала со Scorpions тут. Я хотела бы тебе это показать. Я думаю, что это тоже возможно. Дорогие друзья, это Ольга Игнатьева,
Подписывайтесь в социальных сетях, где найдете. С ней не скучно. Вот. И берите пример с лучших. Всего доброго. Счастливо.